Всем привет, это ICO Talk, меня зовут Елена. И сегодня у меня в гостях Ольга Амрай, учредитель и генеральный директор проекта Show Me Biz. Ольга, добрый вечер, спасибо, что вы сегодня с нами. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень благодарю за приглашение, рада вас видеть. Ну что же, тогда в первую очередь расскажите нам, пожалуйста, несколько слов о вашем проекте, о Show Me Biz, что это за платформа и как она работает. Да, Show Me Biz — это платформа, это интеграция всех выставок в мире на одной платформе. То есть мы создали нечто подобное, наверное, как Uber для такси, только это единственное приложение, с которым вы ходите по всему миру, посещаете различные выставки, шоурумы, и вот можете наслаждаться атмосферой. И самое главное, что даже если вы не попали на эту выставку, а находитесь, к примеру, в Москве, в Лондоне, и можете прямо сейчас наблюдать, что происходит на других выставках, в других точках мира. Лайвстримы, 360, еще дополнительная реальность будет. В общем, это все полностью такая вот мега крутая штука. Здорово. А расскажите, вот в чем роль блокчейна на платформе? Да. Когда мы создавали эту платформу, мы увидели, что пришел этап, когда у нас накопилось очень много разных выставок, потому что есть раздел то, что сейчас проходит, то, что в будущем проходит, и, соответственно, есть необходимость теперь архив где-то размещать. И вот архив мы решили создавать как раз на технологиях блокчейн, через смарт-контракты, создали виртуальный выставочный центр, разделили его на определенное количество квадратных метров виртуальных, привлекаем теперь инвесторов, которые покупают эти квадратные метры. И дальше мы сдаем уже в компаниям, с которыми сотрудничаем, сдаем им в аренду эти квадратные метры, и те, кто их купил раньше, да, то есть совладельцы получают уже дивиденды от сдачи в аренду их. 80% прибыли. Здорово. Это как раз вот то, что называется экспоблок, да? Я правильно понимаю? Да, верно. Да, вот расскажите, пожалуйста, как вот именно, да, можно зарабатывать на платформе и как вот происходит эта сдача в аренду и как распределяется, как получается прибыль, какова прибыль? Да, мы решили запускать свою криптовалюту, то есть свои токены внутри системы. Поскольку экспо-индустрия, она очень глобальная, это фактически весь бизнес, он весь проходит через экспо. Любую сферу ты возьми, все проходят через выставку, да, то есть это как... я бы сказала, motherland of all exhibition industry. То есть каждая выставка проходит через этот путь, каждый бизнес. И получается, что мы запускаем этот токен, он внутри в системе. То есть компания арендует у нас, давайте назовем так, чтобы для общего понимания, потому что слово «виртуальные» люди понимают, слово «выставки» как-то еще понимание есть, а вот как объединить их два понятия, у людей начинается такой бум, воображение работать. Да. Все намного проще. Когда мы говорим про Google — это библиотека. Виртуальная библиотека. То есть мы понимаем, что где-то папочки находятся, где-то информация хранится. То есть мы понимаем, что такое папочки, но никто их в жизни никогда не видел. Оно как-то там виртуально, да? Да. Точно так же у нас информация о компаниях хранится виртуально. То есть не стенд, как физически он есть, а информация на нашей платформе. И любой человек 24 часа в сутки, 7 дней в неделю может войти и посмотреть об этой компании, что презентует. Возможно, шоурум, если у компании есть какой-то презентационный ролик. Возможно, в архиве то, что мы ранее снимали с этой компанией, осталось. Или в 360 формат. Список ее... Вот, к примеру, у компании есть какое-то наименование продукции, да, автомобиль Mercedes, и вот у них там есть несколько автомобилей. И получается, что они у нас арендуют эти квадратные метры. Что мы сделали? Мы решили, что каждый этот экспоблок имеет ограниченное количество функционала. Так выгоднее будет и компаниям, и нам четче. И смарт-контракты будут четко понимать, о чем речь идет, и по каким критериям выдавать эти дивиденды. И вот один экспоблок имеет функционал. Одна картинка, одно видео и 200 знаков описания. Соответственно, если компания захочет арендовать, у нее 50 наименований продукции, 50 автомобилей, захотел Mercedes прорекламировать, да, или там 20 автомобилей, плюс какие-то аксессуары свои, ему, соответственно, нужно будет 50 этих блоков арендовать. И компания уже в личном кабинете сама выбирает, на какой промежуток времени и, соответственно, сколько, количество. Это все идет через смарт-контракты по щелчку, поскольку есть алгоритм уже. И, соответственно, мы видим, вот весь бюджет, который вошел на виртуальный выставочный центр, в конце месяца он делится между всеми держателями токенов, в данном случае блоков. Вот. То есть 80% прибыли от всего, что в кассу зашло, делится между всеми в равных пропорциях, да, в процентном соотношении. И получается, что каждый токен, который мы выпускаем, он подкреплен вот этим вот экспоблоком. То есть на каждый коин есть свой экспоблок. Блоки хранятся у совладельцев, то есть те, кто принимает участие в ICO, а коины мы запускаем уже как доллары, да, как валюту, которая уже идет в оборот.
Понятно, вот здорово, здорово. То есть зарабатывать на платформе можно только путем сдачи в аренду, да, вот этих экспоблоков? Или еще если мы говорим, да, это если мы говорим в первую очередь для совладельцев, потому так. что в первую очередь мы SEO выпустили для того, чтобы этих совладельцев привлечь, чтобы 300 миллионов этих вот квадратных метров между людьми распределить. А когда уже оно идет все в оборот, да, тогда можно зарабатывать. Ну, предположим, есть различные такие биржи, где компании ставят две задачи. К примеру, прокомментируйте, поставьте лайк, да, что-то там еще. И у нас точно так же компании, они же хотят популяризацию. Ну, каждый хочет популяризации. И вот, а у нас целевая аудитория их. И вот, к примеру, они, если они участвуют в самой выставке где-то, то они могут сказать, что там, вот, пройдите возле нашего стенда, сделайте фото, поставьте лайк, получите токен в подарок, да? Вот. Или там поставьте лайк нашим, или сделайте перепост нашей публикации в социальных сетях, получите там 5 коинов в подарок. Вот. То есть это уже условие самих компаний будет, но все пользователи смогут это видеть. Ты можешь следить, да, как биржа, да, где дают задания. Также можно будет зарабатывать, ну, для самих пользователей на данный момент работает партнерская программа. То есть мы сделали так, что там всего лишь 2 уровня, чисто символически для тех, кто привлекает кого-то, ну, знак благодарности, да, так сказать. И еще мы делаем шикарное сейчас предложение, это будет с февраля, с 1 февраля. Кстати, вашим зрителям очень повезло узнать об этом первыми. У нас с 1 февраля уже стартует возможность скачать приложение и для Android, и для iOS. Там уже больше 30 тысяч выставок. И таким образом, когда ты скачиваешь приложение, мы сделали баунти-программу. Скачиваете приложение, получаете коин. Пригласили друга и получают по промокоду и друг, и вы. И таким образом мы вот сделаем так, чтобы была популяризация, интересно, чтобы людям это было интересно, чтобы им было что пощупать, посмотреть. Вот такой вот продукт создаем. Понятно, понятно. А по объему рынка сориентируйте, пожалуйста, вот в цифрах вообще большой? Да, значит, по нашим подсчетам, значит, есть такая самая большая ассоциация в мире по выставочной индустрии, называется она UFI. И мы партнеры, да, этой ассоциации. И вот у них, по их статистическим данным, получается, что в год проходит около 30 тысяч выставок по всему миру. 30 тысяч. Более 5 миллионов компаний. И по их статистике где-то 286 миллионов людей, это прям точные цифры, которые посещают сами выставки. И вот мы, когда посмотрели, что мы выпускаем 300 миллионов токенов, таким образом мы вроде как и людей обеспечиваем коинами, да, посетителей, и посчитали, что если 5 миллионов компаний в среднем по 60 квадратных метров арендуют, то вот как раз 300 миллионов квадратных метров и получается. То есть наша задача сделать так, чтобы все эти метры были забиты, и очередь стояла компаний. Вот, то есть статистика очень шикарная, и потенциал в этой индустрии 1,7 триллионов долларов. Да, рынок очень огромный. Класс, да, впечатляет. А скажите, вот другие есть похожие проекты или действительно уникальны вы на рынке? Уникальные, смотрите, я как автор самой идеи первым делом что сделала? Пошла и зарегистрировала. То есть авторское право на саму идею виртуального выставочного центра, оно является моим. Это первое, что мы сделали. Потом, когда мы ездили, так как мы являемся партнерами этой ассоциации, я ездила в ноябре в Африку, Южную Африку. У них был самый большой конгресс, раз в год такой проходит. И там собиралось больше 400 их партнеров, организаторов со всего мира, там были владельцы Экспо, в общем, очень такое масштабное мероприятие. И когда я туда приехала, увидела, соответственно, людей, компании, которые создают подобное что-то. Ну, то есть что-то для экспо-индустрии. И еще раз убедилась в том, что равных нам нет. То есть каждый делает хороший продукт, но немножко другой. Создают приложение конкретно под каждую выставку. То есть продвинутые классные организаторы, они этим пользуются. Ну, удобно, классно, развлекательно. Навигатор, к примеру, хороший, да, или информационная составляющая для пользователей, которые пришли на саму выставку. Но ни в одном нигде приложении или вот подобной платформе нет акцента на внешних людей. То есть, а что делать с теми людьми, которые не попали? То есть ты пришел на выставку, ты скачал приложение, ты посмотрел на компании список, ну, по сути, все. 3 дня прошло, и ты должен удалить это приложение. Ну, а зачем оно тебе дальше? И получается, ты на каждую выставку приезжаешь, и в этом уже 100 разных этих приложений, по факту все. А у нас, получается, акцент больше на внешнего пользователя, который не попал, но мог бы подключиться. И это выгодно организаторам, это их база людей, получается, для компаний, потому что это их целевая аудитория. И эту базу, соответственно, мы дальше даем компаниям, да, организаторам, и всем выгодно. То есть мы создали эту платформу, где выгодно всем.
Понятно, понятно. А вот пару слов про команду и про историю проекта расскажите. Вот когда был основан, когда пришла идея, да, и, собственно, про команду, которая сейчас над проектом работает. Здорово. Спасибо за такой вопрос. Идея родилась еще где-то в 2012-2013 году. Я проживала в Лондоне, и сейчас проживаю, просто больше уже путешествую. И я сидела и понимала, что там такая крутейшая выставка была автомобильная в другом городе, вообще в другой стране, по-моему, в Германии, а я туда не могла попасть. Я так хотела, прям заражена была этой идеей, и у меня возникла одна мысль, думаю, я хочу так, чтобы вот когда-то создам, такая себе мысля, чтобы вот я так одела очки, и вот я окунулась в атмосферу, и не будучи там, понимаю, что там происходит. В 2013 году, на минуточку, технологии, там, видео 360 не было. Виртуальная реальность — это только гейминг, что-то со сферы игр и фантастики было. И я понимала, что это чисто такая crazy dream, и все. Абсолютно. Да, а в 2016 году, в январе, я узнала о том, что будет проходить веб-саммит в Португалии. Вот каждой осенью проходит веб-саммит, самый большой в Португалии. Угу. Я подала туда заявку. Вот просто подала заявку. А вдруг? Вот. И мне прислали, да. И самое удивительное, что я прошла одно собеседование. Там у них очень жесткие параметры. Я прошла одно собеседование, второе, третье. И после третьего собеседования говорят: Оля, такая идея классная, приезжайте. И вот мы с этой идеей стартапа, а у меня была тогда команда, то я и моя подруга программист, то есть я технарь по образованию, я умею креативить идеи и по специальности специалист по автоматизации бизнеса. Так. Но в кодинг я не влазила, но зато идея вагон. И вот мы сидели, креативили, мы поехали, и так и получилось. Мы презентовали эту идею. Вначале это была как идея, это у нас было как альфа. Мы приехали туда как стартап с идеей. Но когда эта идея начали интересоваться португальское посольство, испанское посольство, потом Бангладеш. В общем, несколько стран подходили, и когда мы к ним подходили, они говорят: слушайте, мы вам платим деньги, там, как за стартап, только делайте от нашего государства. Я думаю, наверное, что-то мы интересное такое делаем. Да, и вот после этого мы приехали домой, я сажу команду, говорю: давайте теперь быстренько собираться, такие вот толковые, нормальные ребята, и я понимаю, что мы будем создавать нечто такое, что будет пользоваться спросом. И с этого началась наша история. То есть, скажем так, с января 2017 и по сегодняшний, это ровно год, как мы создавали. Вначале это была идея просто создать интеграцию всех выставок. Mm-hmm. Это первая идея. А когда уже летом начался бум касательно там криптовалюты, биткоинов, там смарт-контракты, когда технологии начали разрастаться, тогда мы решили: слушайте, раз мы уже нечто такое классное делаем, а архив у нас уже автоматически создается, то почему бы с компанией не брать деньги за этот архив? Им выгодно, и как бы нам выгодно, и инвесторам выгодно. И вот с этого началась такая вот идея, уже выход на новый уровень, и действительно доросло до сегодняшнего дня. Виртуальный выставочный центр — это мега круто. А сейчас команда большая у вас? Вот сейчас команда у нас больше 40 человек, у нас работает несколько департаментов, у нас отдельно есть англоязычный рынок, русскоязычный рынок. У нас есть ребята с Лос-Анджелеса, которые полностью помогают нам, англоязычную аудиторию, работать по социальным сетям. Они наши адвайзеры, они полностью там во многом помогают, направляют. У нас есть в Лондоне команда, которая помогает нам на лондонский рынок выйти, тоже замечательно. У нас есть успешные инфобизнесмены, даже, я бы сказала, продюсеры, из которых вообще рождаются все инфобизнесмены на нашем Рунет, вот они у нас тоже в адвайзерах. У нас есть команда технарей, программисты, которые создают целую систему безопасности для банков. Вот. Mm-hmm. Это такая, здорово, да. Я горжусь, у нас команда просто великолепная. Понятно, здорово. Ну, давайте тогда про ICO поговорим подробнее. Сначала скажите, какие у вас цели, то есть soft-cap, hard-cap? Самый хороший вопрос, который мне часто задают, и когда отвечаю, у них начинают так: что-то в этом есть. Смотрите, у нас проект начнет работать только тогда, когда мы распределим 300 миллионов блоков. Иначе виртуального центра его как такового не будет. Так. И вот теперь вопрос: так сколько же денег вам нужно собрать? Мы прописали, продумали каждому, все разные, да, там в идеальном формате, в неидеальном формате. То есть в идеальном формате, конечно, 300 миллионов блоков продать по $1, это, конечно, шикарно, да, 300 миллионов собрать, но я прекрасно понимаю, что если в случае они не продадутся, а проект нужно запускать, то мы пошли таким вариантом. Мы все непроданные токены распределяем между предыдущими владельцами. То есть кто на осе участвует, да, это очень удобно.
Второй формат, когда мы продумывали, что, ну хорошо, и если мы будем распределять, ну, к примеру, там из 300 миллионов всего лишь миллион останется, а его надо распределить между всеми, то будет всего лишь по $1, да, или там по полкоина. Ну, неинтересно. И мы решили способствовать тем, кто в нас поверил. И мы сделали VIP-пакеты. То есть если вы играете по-взрослому, то давайте мы тогда и вот то, что не продалось, будем по-взрослому делить. Ага. И таким образом мы привлекаем VIP-инвесторов, старт с $10 000 и выше, там еще бонусная программа в плюсе есть, то есть если ты инвестируешь $10 000, у тебя 5% плюс токенов, ну, соответственно, если 100 000 и больше, то у тебя получается плюс 20% токенов, помимо предыдущих всех бонусов. И все, что не будет распродано, мы делим между вот этими совладельцами. Объясняю, когда мне говорят, да, ну а вдруг тогда стоимость коина упадет? Ну, логично, все с математикой дружат. Ага. Говорю, не переживайте, смотрите, наша задача, моя задача как руководителя, сделать все возможное, чтобы у нас был ажиотаж со стороны компаний, которые будут у нас арендовать наши квадратные метры. Да. И какую стоимость мы для них поставим, а у нас в августе, по нашим подсчетам, стоимость коина будет $1.75. Вот по этой цене у нас уже на август месяц компании будут арендовать пространство. Угу. Соответственно, по этой стоимости компания, если оплачивает на год наперед, да, то вот за компанию такая там стоимость оплаты. А если он будет расти вверх, ну, замечательно. Но если потом на бирже немножко присядет, мы будем способствовать тому, чтобы оно выходило выше. Плюс наша компания берет на себя обязательства. Это главное мое правило было, дать гарантию инвесторам, хоть, ну, как бы, а если в случае они продают на бирже, да? А вдруг он токен упал, а вдруг никто не покупает, такие вопросы были ко мне, я говорю, не переживайте, я человек щедрый, давайте сделаем так. У нас у компании есть монетизация с разных сторон, и давайте мы будем раз в квартал 20% от всей прибыли компании Шомибиз будем все выдавать на биржу. То есть мы будем сами выкупать свежие токены. Таким образом, мы и курс будем поддерживать, и гарантия для всех инвесторов будет, что ты хотя бы частично свои токены продашь. Вот. То есть таким образом мы даем безопасность нашим инвесторам, говорю, не переживайте, у нас не стартап, у нас уже не идея, у нас уже работающий бизнес, у нас уже список компаний есть, у нас уже организаторы, с которыми мы работаем, у нас 22 страны в партнерах. Мы сейчас летим в Куала-Лумпур, в Малайзию 1-3 марта, снова встречаться с этой ассоциацией, снова там выступаем. Поэтому у нас все по-серьезному. Поэтому не переживайте, риски — это, ну, так, знаете, так, ну, сдвижение во времени немножко. Ну, риски всегда да, располагали на там, 20% в месяц, а дали 18%. Ну, или там располагали на... Кстати, при идеальном заполнении экспо, каждый блок будет давать 240%. Это если мы считаем по доллару. По доллару купил, если коин будет держаться $1, ага. Да, это очень интересная математика. Все 240%? Да, даже смотрите как. У нас стоимость для компаний, один блок в аренду мы сдаем. Так. Один блок в аренду для компаний стоит всего лишь 0,1 коина, то есть мы сейчас про экспокоин, в сутки. Так. Что такое для компании 10 центов в сутки за блок? Ну, смешно, да, если оно по $1 стоит. То есть получается в общей сложности всего лишь $3 в месяц. 0,1 умножаем на 30 дней. Получается, компания за один блок за аренду платит всего лишь $3. А мы купили его по $1, правильно, как инвесторы? Так. 80% из этих 3 идет инвестору. То есть 2.4 идет инвестору. Понимаете? Все понятно. То есть при идеальном заполнении получается, что инвестор получает своих 240%. 240%. Это при слове, что у нас экспокоин будет $1 стоить, а если выше, то, понятное дело, больше. Потому что мы берем в коинах, и мы выплачиваем в коинах. Класс. Класс. И да, и прогноз же больше у вас, 1,75, да, вы сказали, что? Да, это приятно. У нас еще одна новость есть. Вот здесь на этом этапе, когда люди читают white paper, говорят, где-то здесь точно подвох есть. Смотрите, да, я лучше сразу отвечу, потому что потом будет вас заваливать. Да, где подвох? Где подвох? Смотрите, у нас получается так, что мне всегда интересовал оборот денег. Вот настолько меня интересовал. Я, кстати, когда-то обучалась у Роберта Кийосаки в личной коуч-группе в Лондоне. Очень великолепно, но это же другая история. Что? Ух ты, класс! Да. И вот оборот денег... Бедный папа, да? На практике прошла. После его тренинга, у нас, получается, коучинг был, и нам давали задание, домашнее задание. Надо было выбрать, либо ты в инвестиции делаешь в акции, ну, там, по-серьезному, либо в недвижимость, либо бизнес открываешь. Но я, девочка, в Лондоне сидела, у меня не было денег на недвижимость, и я решила открыть свой бизнес. У меня была строительная компания, очень крутая. Больше 3 лет работала, крутейшая, ну, крутая, потому что мы застраивали и делали реставрацию больших домов и замков за городом.
Ну, это другая история. Так Да. вот, оборот денег, да, мне очень интересно, привлекательный был всегда. И что я обратила внимание? Смотрите, как в банке обычно. Золото лежит, это как гарантия того, что на каждую золотую монетку или каждый золотой грамм есть своя валюта, доллар. Так? Да. Ну, в теории. Мы понимаем, что уже далеко не так, но в теории это так будет. Получается, что золото, оно в банке, а доллары между собой крутятся. За $1 человек может купить, я вас покупаю, там, стакан воды. Вы берете эти деньги, покупаете себе кофточку. Подружка, которая продала кофточку, берет и там пошла стрижку сделала. И мы, получается, за этот $1 пошли и оказали друг другу множество услуг и продали кучу товаров. А за $1. Понимаете? И я точно эту же систему принесла к нам. Чем больше мы товарооборот создаем, тем круче всех. И вроде все богатые, потому что по факту он такие есть. То есть экспоблок у нас как гарантия того, что ты инвестор. Все, у вас этот экспоблок в руках есть. На 1 августа, получается, все коины, которые вы покупаете на протяжении всего ICO, а у нас их пере-ICO и плюс 3 этапа, вы покупаете. Скачали приложение, бонусом получили, да, в баунти-программе скопили. И на 1 августа, по факту, вот сколько у вас есть экспокоинов, ровно столько же экспоблока вы получаете. То есть это как сертификат. Дорогая, не переживай, у тебя 10 тысяч блоков. Ты получаешь теперь дивиденд. Блоки мы нигде не продаем. Ни на акции, у них не будет никакой цены определенной. Все, они просто есть по факту. И определяют, что вы дивиденды получаете. А коины мы даем в оборот. И получается, что у инвесторов будут и блоки, и коины. Понятное дело, что легче продать. Зачем вам 10 тысяч коинов? Что вы с ними делать будете? А компании в этом нуждаются. Понимаете? Компании вас... То есть что получается инвестор? Инвестор рискует только полгода подождать, потому что полгода прошло, он получил в результате свои коины блоки, он коины продал, хотя бы по $1 он точно их продаст, вернет свои деньги, хотя на август уже стоимость будет $1.75. Ну и все, и в результате, получается, деньги вернул, и дивиденды получают. Очень интересно. Это не фантастика, подвоха никакого нет. Я просто понимаю, что это все оборот. Это оборот. Это оборот. Ольга, а что вообще думаете о развитии ICO-рынка в мире? Да, анализировала, смотрела, имею очень хороший опыт на торговле на бирже. И я понимаю, что IPO, когда родилось, оно до сих пор как-то себя не исчерпало. Правда? До сих пор компании каким-то образом собирают кучу документов, выводят себя на IPO и таким образом делают публичную кампанию и богатеют, да, то есть если компания что-то хорошее делает весомое. Я думаю, что ICO, оно точно так же перейдет в раздел такой, в категорию очень крутого, классного рывка и расширения для любых стартапов, при условии, что эти стартапы действительно качественные. Я надеюсь, что сделают какую-то регулировку, то есть просто, чтобы стартап-проекты, они понимали, правила такие, делать это можно, а это нельзя. Вот на это очень надеюсь. Потому что если проект, на примере нашего, да, то есть когда качество, когда у тебя действительно чем-то подкреплено, когда ты действительно откуда-то получаешь деньги, нет новоприведенных, да, как в каких-то там пирамидках, а когда у тебя есть действительно какой-то оборот и живые средства, то таким образом отсеются все ненужные компании, а ICO просто укрепнет. Поэтому я надеюсь на то, что это действительно перерастет в такую шикарную платформу, и еще там на лет 30 как минимум, хотя бы 10 давайте. То есть у ICO очень хорошее будущее, при условии, что хороший проект. Отлично. А вы что думаете по этому поводу? Вы знаете, у нас просто очень много разных мнений от людей, которые говорят, что вот буквально осталось несколько месяцев, и все регулирующие механизмы просто убьют этот рынок. Собственно, вот полгода дают ему максимум, до людей, которые говорят, что вот и еще там и годы, и там 10 лет все это будет существовать, развиваться. И... да. Вот, поэтому действительно очень сложно так прогнозировать, и очень интересно мнение каждого. Пока каждая сфера жизни, бизнеса не перейдет на блокчейн, до тех пор будет существовать ICO. Потому что ICO — это идея, да, в турагентстве или в какой-то сфере медицины, или какие-то коины, я не знаю, там в космос полететь, да что угодно. Автомобильная промышленность. Любую промышленность возьмите, любую сферу. Вот там, где будет блокчейн внедрен, до тех пор будет ICO. Мы взяли экспо-индустрию. На данный момент экспо-индустрии касательно, вы говорили тоже по вопрос, если что-то подобное, то мало того, что самой идеи такого вот виртуального нету, но есть подобные порталы. То есть там организаторы должны зайти, как-то выставить информацию о себе, а еще о компаниях, никто этим париться не будет. Информация, как информационно какой-то ивент сайта сделали, не более того. Но в то же самое время на блокчейне экспо еще нет. То есть мы, получается, заняли такую лидерскую позицию именно экспо с блокчейном.
Но кто-то потом посмотрит, что, опа, а у нас еще нет, там, к примеру, криптовалюты для парикмахера. Ну, конечно, там, да. То есть что угодно, Zoom, да. Поэтому я думаю, что Да. до тех пор, пока у нас есть креативные люди, а такие были, есть и будут, до тех пор будут жить и укрепляться сама эта сфера SEO. Здорово. Понятно. Ну, давайте как-то все-таки, чтобы резюмировать, такой традиционный вопрос мы всем задаем. Скажите, пожалуйста, зачем мне инвестировать в ShowMeBiz? Вам нужно инвестировать в ShowMeBiz только при условии, если вы хотите зарабатывать пассивный доход. Это первое. Причем крутой пассивный доход. Честно, открыто и быть частью целой экспо-революции. То есть я бы даже сказала, что здесь не только доход, но еще сама такая тематика, которая как волной, это идеология. Это круто, потому что выставки на сегодняшний день, они приобрели уже окрас, я бы даже сказала, такой, если они еще в таком виде, как сегодня, побудут, еще лет 5, и их будет становиться все меньше. Могу аргументировать, почему. Потому что если... у меня знакомые, которые они предприниматели, они ездят по разным выставкам в разные страны, и говорят, чаще всего ты смотришь, вау, компания там XXX будет участвовать там в Гонконге, ты приезжаешь миллионы километров, тянешь с собой там чемоданы, платишь за переезды, ты приезжаешь, там стоит маленький стендик в лучшем случае, с LCD-экраном, и показывает тебе крутой промо-ролик. Говорит, это я еду бог знает куда, для того, чтобы посмотреть ваши ролики, чтобы в Ютубе не мог его посмотреть. Почему? Потому что компаниям уже невыгодно тянуть с собой все оборудование. Автомобили зачем? И мы, получается, переходим в категорию, когда компании, вроде как для поддержания своего имиджа принимают там участие, но качество этих выставок все становится хуже и хуже. И таким образом получается конкуренция, потому что создаются большие торговые центры, экспоцентры крупные, мы знаем, там в Казахстане один из самых больших сделали, там в Дубае, а маленькие сами по себе уже начинают отмирать, потому что компания Mercedes едет и думает, куда мне выгоднее поехать. К примеру, в Лондон, в Дубай или в какую-то, маленькую провинцию. Понятное дело, что пойдут туда, где о них больше будут писать и говорить. Поэтому для них... А еще новость, новость, которая укрепила то, что мы на правильном пути и делаем это, мега действительно хорошее дело. Значит, Mercedes заявил о том, что они с 2020 года закрывают большую часть своих шоурумов по миру, внимание, и переходят полностью в шоурум виртуальной реальности. Просто ваша тема. Да, я сижу, думаю, но они сделают это только в 2020 году, а мы в 2018. Класс. Но это тренд, это круто. Создают проекты касательно того, что есть, что у нас там шоурум, где ты можешь пойти и посмотреть одежку, примерить. Да? То есть есть такое там. Это тоже здорово. Это просто нереально здорово. Конечно, просто действительно класс. Ну что же, Ольга, спасибо вам большое за это интервью и за то, что были сегодня с нами. Спасибо огромное. Спасибо большое вам. Пока-пока. Ну что ж, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ольга Амрай, учредитель и генеральный директор проекта ShowMeBiz. Подписывайтесь на наш канал и смотрите больше интересных интервью. Пока.